Всем привет! Поскольку глухие люди с упрямством упоротых фанатиков высоких КПД продолжают убеждать всех остальных нормальных людей в том, что усилки класса D – это наше будущее, то я решил в этом видео наглядно показать, чем именно усилки класса D в 5000 раз хуже усилков класса AB. Причем основываться я буду не на досужие домыслы пациентов Даннинга-Крюгера и сплетни маркетолухов, а на объективное мнение человека, лучше всех других, разбирающегося в классе D, а именно Бруно Пуциса, а также на строгий схемный онлайн-анализ транзисторного каскада в схемном симуляторе MicroCAP12. Итак, вот это графики зависимости коэффициента гармоник класса АБ 0,1% и класса АББА 0,01%. А вот эта статья Бруно Пуциса, который сам признает, что лучший из дэшников имеет коэффициент гармоник 1%. Это в 10 раз хуже класса АБ и в 100 раз хуже класса АББА. А вот в этой статье тот же самый Бруно Пуцис признает наличие еще одного принципиально неустранимого недостатка усилителей класса D, а именно гистерезисных искажений, наводимых в выходное напряжение ферромагнитными сердечниками выходного ЛЦ-фильтра. Это атрибут всех усилителей класса D. То, что Бруно называет узнаваемой зернистой текстурой звука усилков класса D, я называю проще. Это песочек в звучании высших составляющих звукового сигнала, ну, например, тарелочек, или колокольчиков, или треугольничков. Тут я согласен с Бруно, что это характерный артефактный призвук, по которому опытный слушатель достаточно быстро отличает класс D от прочих. Что теперь вы скажете, хейтеры, которые не согласны со мной и которые убеждают всех остальных, что класс D – это наше будущее? Те из вас, кто сомневается в точности перевода на русский статьи Бруно Пуциса, в журнале Стерео.ру, могут ознакомиться с вот этой статьей в оригинале на английском языке на сайте Purify. Там, кстати, Бруно приводит очень интересную анимацию. Вот эта анимация искажений красным цветом – это напряжение на выходе усилка, а синим – это ток через катушку. Это при больших значениях магнитного поля. Вон от минус 400 до 400 ампер на метр. Практически заходят в насыщение сердечника. А вот это вот сейчас будет при меньших значениях, плюс-минус 5 ампер на метр. Видите, на красной осциллограмме уже появляются характерные для обычного усилка режиме класса B ступеньки. Вот в этот момент ступеньку видите, да? И в этот момент ступенька. Типичный плохой класс B. А вот это еще меньше. Это от минус 0,4 до 1,6 ампер на метр. Тут
видно даже такая шумовая доменная структура и здоровенная ступенька. Дальше Бруно приводит что-то еще. Сейчас посмотрим. При затухающих этих самых, при затухающей петле гистерезиса, он от плюс-минус 4 до 0. Смотрите, что происходит. Вот здесь уже выходной сигнал вообще никак не изменяется. То есть ступенька настолько большая, что при малых уровнях уже сигнал вообще не проходит на выход усилителя. То есть ток еще изменяется в индуктивности, а на выходе сигнал уже не меняется. Вот такие пироги, ребята. Это еще один недостаток, который называется гистерезисное искажение усилителей класса D. Кстати, в усилителях аналоговых класса АБ, А, Б и АББА таких искажений принципиально нет. Вернее, в Б есть, но они вызваны не гистерезисом, а ступенькой так называемой. А в усилителях класса А, АБ и АББА таких искажений просто нет. Ну вот еще раз привожу осциллограммы, которые демонстрируют искажение класса D, гистерезисное. Ну и наконец, главная интрига этого моего видео – это мой мастер-класс по подавлению пульсаций питающих напряжений. Отдельно для класса АБ сначала я сделаю, а потом по классу D. И вы убедитесь, что класс D в этом смысле в 5000 раз хуже, чем класс АБ. Ну а сейчас самая интересная часть моего мастер-класса. Она настолько увлекательна и доступна, что любой из вас сможет ее повторить буквально за пару минут. Начинаем. Открываем файл элементарный. Вы его сами можете набрать в микрокапе буквально за минуту. Но у меня он уже набран, и вы сможете его, кстати, скачать у меня с Патреона. Итак, что это такое? Это элементарный эмиттерный повторитель на транзисторе. Какой мы там выбрали? Ну, вот какой-то binary junction. Любой. Значит, с двухполярным питанием 15 вольт и минус 15 вольт. Источник входного сигнала и выход. Ну, давайте сначала я вам покажу, для тех, кто не знает, как измеряется коэффициент передачи, самый простейший из менюшек микрокапа. Заходим в меню «Анализис», и тут Transfer Function. В Transfer Function выбираем выходной сигнал на узле Out, а входной источник V4. Нам надо определить, мы захотим определить коэффициент передачи в нормальном режиме между базой и эмиттером эмиттерного повторителя. Нам для этого достаточно нажать кнопочку Calculate. И здесь мы читаем, что коэффициент передачи с базы на эмиттер 0,998 округленно.
Это значит, что ну, фактически 0 дБ. Единичный коэффициент передачи. Ну там минус 0,02 дБ. Фактически единица. Здесь же нам показывается входное сопротивление со стороны базы. Вон 380 кОм. И выходное сопротивление со стороны эмиттера 4 Ома. А вот здесь мы видим, значит, минус 0,65 вольта смещения постоянного уровня на эмиттере, при том, что у нас на базе 0. И напряжение питания 15 и минус 15 вольт. Сопротивление нагрузки 2 кОм. Все законно, да? Все понятно. Я вот эти вот вольты выключу. Чтобы они нам не мешали. Но нас сейчас интересует не коэффициент передачи с базы на эмиттер. Мы и так все знаем, что он единичный практически. Нас сейчас интересует PSRR, Power Supply Rejection Ratio, то есть коэффициент подавления помех с шин питания. Для этого нам надо определить коэффициент передачи из коллектора в эмиттер. Из цепи коллектора в цепь эмиттера. Коллектор это у нас питание, а эмиттер это у нас выход. Для этого мы делаем что? Анализ, transfer function, но здесь в input source name в качестве источника входного напряжения будем использовать не V4, а V1, то есть питающий источник. Вот V1. Видите, да? Вот V1. Мы сейчас хотим определить коэффициент передачи отсюда вот сюда. Желательно, чтобы он был как можно меньше, чтобы помехи, возникающие на шине питания, на выход не передавались. Ну что, заинтриговались? Кто-то из вас знает порядок этой величины? Ну-ка, подумайте. Сейчас мы вычисляем. Смотрите. Calculate. Опа. Видите? Transfer function. 2 десятитысячных коэффициент передачи отсюда вот сюда. 2 десятитысячных это ослабление в 5000 раз. Интересно? Для обычного эмиттерного повторителя коэффициент ослабления помех с шины питания с плюсовой на выход 5000. 5000 это минус 74 децибела. Это и есть PSRR с шины питания 15 вольт плюс. Ну, еще отмечаем интересную вещь, что входное сопротивление в таком случае с вот этой части в эту часть, то есть с источника питания в цепь коллектора, огромное. 2,6 мегома. А выходное сопротивление 4 Ома. Как и должно быть. Ну, раз у нас пошла такая пьянка, то давайте определим еще и PSRR с вот этой шины питания. Это у нас положительная шина питания с цепи коллектора. А давайте определим с цепи питания эмиттера. Для этого что нам надо сделать? Заменить V1 на V2 и определить коэффициент передачи из вот этой точечки на выход. Смотрим, заменяем V1, заменяем на V2. Так. И calculate. Видите? Коэффициент передачи из вот этой точки сюда на выход равен 0,02%. Ой, не процента, а просто 0,02. То есть он больше, чем с этой шины питания. Но тоже составляет... Сколько это получается? Это 54 децибела получается. Да? При этом входное сопротивление с этой стороны 2004 Ома.
Почему 2004 Ома? Потому что 2 килоома, во-первых, у нас последовательно стоит. И потом 4 Ома выходное сопротивление со стороны эмиттера. 2000 Ом плюс 4 получается 2004. А выходное сопротивление у нас в любом случае всегда 4 Ома. Вот так. Понятненько, да? Но вот это вот значение ослабления до сколько там, в 500 раз, да, это получается. Ослабление в 500 раз нас с этой стороны не интересует, потому что я же использую в усилителях мощности на выходных каскадах усилителя мощности двухтактную схему. То есть это верхняя часть этого двухтактного каскада. А внизу стоит аналогичный транзистор ПНП полярности, у которого с его коллектора на выход будет те же самые минус 74 дБ. Вы можете сами так проверить, если хотите убрать вот это V2 вниз и сюда вставить аналогичный каскад только на транзисторе ПНП полярности. Но давайте вернемся на V1 опять. Вот так вот, да? Опять рассчитаем. Ну, значит, 2 десятитысячных у нас коэффициент передачи отсюда сюда. Но последнее, что я хочу сделать, это показать, а какой же коэффициент подавления помех шины питания у класса D. То есть ПСРР это у нас класса АБ или класса А. Ну, то есть линейного каскада. У нас транзистор в режиме линейного усиления. А теперь давайте посмотрим, что же будет, если мы заменим активный режим этого транзистора на импульсный, как в каскадах усилителей класса D на выходных. Это сделать проще пареной репы. Выбираем вот эту землю, удаляем. А вот этот вот источник завесим сейчас сюда на шину питания. Это буквально несколько секунд. Вот так. Все. Видите, да? Теперь у нас этот транзистор будет полностью открыт. Ну, в усилителях класса D вы знаете, что выходной каскад работает в ключевом режиме попеременно, то открыт, то закрыт. Вот сейчас мы смотрим, значит, как бы верхний транзистор усилителя класса D. И он сидит, значит, у нас как бы полностью открыт. Смотрим, какой у нас будет коэффициент передачи. Transfer function V1 из этой точки сюда. Calculate. Видите? Коэффициент передачи с шины питания на выход у нас возрос до 0,998. Почему? Потому что транзистор вот этот вот у нас сейчас не в активном режиме, а уже в ключевом. Он полностью открыт. И таким образом коллектор-эмиттер в состоянии насыщения. А это значит, что транзисторный ключ открыт, и все, что у нас имеется из помех на шине питания, вот здесь вот, переходит практически без ослабления на выход. Вот так, ребята. Убедились? Кто не верил, что каскад усиления в режиме АБ в 5000 раз по параметру ПСРР лучше, чем усилители класса D. Это, конечно, без учета общей обратной связи, которой современные усилители все охвачены. Но, ребята, давайте не будем забывать, что если вы охватываете какой-то глубокой, более или менее глубокой обратной связью усилок класса D, то усилки класса АБ мы тоже охватываем
точно такими же, а то еще и более глубокими обратными связями, которые улучшают в одинаковой степени и коэффициент гармоник, и ПСРР, и все остальные параметры, что для каскада ключевого режима класса D, что для усилителей линейных режима А, АБ и АББА. То есть соотношения остаются те же самые. Если исходный без обратной связи усилок класса D в 5000 раз хуже, чем усилок класса АБ, то и с обратными связями усилок класса D будет хуже в те же самые 5000 раз по отношению к усилкам класса АБ. Если кто-то не верит, возьмите, соберите такую же схему и повторите вот этот вот мой сегодняшний опыт. Все. На сегодня, наверное, тогда все. Всем удачи. Всегда ваш Николай Сухов. В эпилоге я хочу подчеркнуть, что эмиттерный повторитель с коэффициентом подавления помех питания в 74 дБ лучше усилка класса D даже с учетом интегрального стабилизатора. Например, LM78-15 или 24 имеют собственное подавление пульсации на 50, 60, максимум 70 дБ. Это значит, что усилок класса D хуже усилка класса АБ без стабилизатора. Ну, в смысле, усилок класса D со стабилизатором, с интегральным, хуже усилка класса АБ без каких бы то ни было стабилизаторов питания. Вот такая схемотехника, ребята. А вот это частотная характеристика ПСРР для ВВшника 21. Минус 143 дБ на 1 кГц. Ну и на закуску я привожу избранные места из переписки по поводу вреда электролитов. Причем вреда не только в разделительных цепях аудиоусилков, а даже в блоках питания. Оказывается, в блоках питания усилителей класса D электролиты живут, во-первых, гораздо хуже, а во-вторых, гораздо короче. Ведь импульсные токи от ключевых транзисторов выходного каскада в режиме класса D создают такие большие токи импульсные через электролиты, которые выводят их из строя гораздо раньше обычного ресурса. Причем эти характеристики, в общем-то, указываются в даташитах на электролиты, но их, предельные токи не выполняются при использовании этих электролитов в блоках питания, импульсных стабилизаторов и блоков питания, которые чаще всего применяются как раз в усилках класса D. Потому что в усилках класса АБ, А, Б, АББА электролиты питания работают в штатных режимах. Ну все, пока, ребята. До новых встреч. Всегда ваш Николай Сухов.